Привет! Пришло время показать, что же у нас произойдет при прокрутке полипропилена на 180 градусов. Мы свариваем и затем незамедлительно прокручиваем. Мы незамедлительно прокручиваем это в первом варианте, где мы будем приваривать насадкой ProAqua, а где детроновской насадкой мы будем ждать 3 секунды. Вставили, 3 секунды подождали и затем только провернуть на 180 градусов. Сварочный аппарат уже только что разогрелся. Температура будет 260 градусов, как и должно быть. Ничего из ряда вон выходящего, все по правилам. Только не по правилам у нас проворот на 180 градусов. Такого не должно быть, но на практике такое может присутствовать, потому что это лично своими глазами я видел. Все, предлагаю не откладывать ни минуты и начать нашу задачу выполнять. Убираем посторонние предметы со стола. Сперва мы берем Valvex и начинаем ее разогревать через проаковскую насадку. Вот таким образом. 180 градусов, все же это немало. Да, это много или мало? Нет, я считаю, что это очень и очень много. Так как 180 градусов, ну не каждый, скажем, дурак на это будет способен провернуть. Но есть такие, которые способны и на такое прям безбожное уничтожение своих трудов. Так, следующий у нас идет РВК. Кстати, я в каком-то из видео говорил про противопожарные муфты. Не муфты, а трубы. Противопожарный вообще материал, который пластиковый, только я не знаю, это полипропилен или не полипропилен. Марки РВК. И мы будем с ним также забавляться и использовать его непосредственно по назначению. Для чего он нужен, туда и будем использовать. Будем поджигать. Но сегодня речь не об этом. Сегодня мы привариваем и делаем через 180 градусов. Но для интереса заваривается настолько сильно при провороте. Так, теперь ProAqua. Может, я надавливаю слишком сильно. Сейчас я попробую не надавливать. Ёлки-палки. Я аж перепутался. Ну, ProAqua, извиняйте, я немножко... Нет, что-то она все равно заваривает. Заваривает, причем... Блин, а я там перепутал. Опа, какой-то я слышал треск. Кстати, надо будет когда-нибудь опыт произвести. На случай, если вдруг вы очень-очень резко вставляете муфту в насадку, либо угол лопнет или не лопнет. Потому что у меня есть все основания полагать, исходя из личного опыта, что вполне возможно лопнет. Возможно, отсюда и сказки-поговорки про то, что вдруг полипропилен неожиданно начал течь ни с того ни с сего через какое-то время. Возможно, отсюда утверждать я не берусь, но, быть может, это и так. Теперь так, 3 секунды, и потом только начинаем проворот. Изначально он у нас прогревается, после прогрева вставляем, 3 секунды проворот. Это выглядит так. 1, 2, 3. Ух, трещит. Нет, здесь точно качественного стыка не получится. Скорее всего, не получится. Потому что идет жуткое нарушение технологии производства. А технология работы с полипропиленом. Какие они уже ущербные, израненные, все эти муфты. Все эти трубы, заготовки. Вынимаем. 1, 2, 3. Вот так. Годно. Получилось. Получилось. Едем дальше. Не останавливаемся на этом. Что-то намокло слегка. Но это самое то, что мы любим. Никаких правил. Это единственное правило при выполнении мною таких опытов в НИБЭЦ. Научно-исследовательский банно-экспериментальный цех. Так, вот так. 1, 2, 3.
Прям ощущаю, как нету качества в данном стыке. Просто вот нету, он отсутствует наглухо. Отсутствует. А любопытно. Любопытно, конечно. Все эти вот вещи делать. Раз, два, три. Никогда бы не подумал, что такое возможно, что полипропилен будет держать такие нагрузки. Даже не нагрузки, а такие издевательства. Раз. Ага. Все, я уже походу на сегодня заканчиваю с опытами. Так как считаю не там, где нужно. Раз, два, три. Провернули. Да нет, что-то меня ощущение такое терзает, что и тут все в порядке будет. Блин, реально, посмотрите, офигеть же можно. Такая-то конструкция получается. Причем видите, сколько много она опрессовок выдерживает. И оставляю это я как минимум на 1-2 ночи. Нет, предыдущий я оставлял, значит, когда провороты были, наверное, на 2 ночи. Под давлением. Раз, два, три. Давай. Ай, совсем я ее накрячил. Угу. Все. Конструкция у нас получилась. После того, как это все у нас проходит испытание, я помечу, что это у нас 180 градусов. Вот вы смотрите-ка, у нас же здесь что? Мороз. 45 градусов, 90. И вот сейчас стык, заглушку отрезал, и 180 градусов. Ну а теперь по традиции моего канала опрессовка в студию. Открываем кран. Давление системы 5 атмосфер к нам набралось. Но чуть ли не забыл, так как все у нас становится очень опасненько. Поэтому стоит надеть очки и немножко отвернуть голову. 10 атмосфер приходит к нам легко. Просадок по давлению я не наблюдаю. 15 атмосфер. Угу. Есть 15. Треск, слышу только треск. 20 атмосфер, просадки давления большие. Почему-то большие куда-то прекратились. Просадки давления. Так. Не понял, что тут у нас. Просадки давления есть. И довольно-таки сильные. Экопластик держит. Кто это у нас? Нет. Ну у нас из-за кранов просадки получается, точно. У нас краны просадку дают. 30. Давайте-ка сразу до 45. Ух, как затрещало. 45. 180 градусов проворота и 45 атмосфер. Сейчас дико кран пропускает. Все, кранам пришла хана. Он скидывается. Так. Нет, никаких потекушечки. Ни одной потекушечки нету. Вывод. Если вы лоханулись и сделали немножко не так где-то в саду, в огороде,
значит вы вполне возможно можете такую штуку не переделать, как проворот на 180 градусов. Не, полипропилен меня удивляет. Ну и пока еще рано говорить об этом. О том, что действительно ли она у нас заплавилась навечно, так скажем. Покажет время. У нас еще много опытов с этими товарищами, поэтому время покажет, как они выдержат такое давление. Я оставляю в них постоянно. Вот краны немножко подставляют. Ладно. До определенной поры они спускают давление, затем прекращают. Все, опять же, я оставлю ее, пожалуй, на 2 дня в таком положении. Может, что развалится, в следующий раз посмотрим. Так. Сильна просадка. Блин, долбаные экраны. Ну ладно. Из-за многократности опытов у нас все идет отлично. Все, товарищи, пока. До новых встреч. Следующие опыты у нас будут, скорее всего, будем варить с водой. Пока не знаю. Пока.